Практически в каждом доме среди комнатных растений можно встретить алоэ. Благодаря богатому составу и лечебным свойствам оно вполне способно заменить домашнюю аптечку. К тому же, растение является легкодоступной альтернативой покупной косметике для поддержания молодости и красоты. 5 лечебных свойств алоэ вера, доказанные научно. Оказывает антиоксидантное действие. Изучение состава и свойств алоэ вера показало наличие в нем высоких доз веществ, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Особое внимание уделялось полифенолам, которые сочетают оба эффекта. Исследования в лабораторных условиях показали, что наружное применение листков алоэ вера помогает справиться с воспалением в лечении ряда кожных заболеваний. Смягчение симптомов воспаления крайне важно при комплексной терапии термических ожогов и механических повреждений кожи. Внутренний прием антиоксидантов помогает справиться с повреждениями клеток, связанными с воздействием свободных радикалов. Многочисленные исследования подтверждают, что хронический стресс напрямую связан с риском развития тяжелых хронических заболеваний, некоторых видов рака, сердечно-сосудистых расстройств. Способствует оздоровлению кожи. Положительное воздействие алоэ вера на кожу не ограничивается лечением ожогов. Противовоспалительное свойство геля алоэ представляет особую ценность в терапии атопического дерматита и других тяжелых заболеваний кожи. В ряде случаев рекомендовано не только наружное применение алоэ, но и пероральное. Сочетание разных способов использования дает быстрый, положительный результат. В ходе одного из экспериментов испытуемым мужчинам в возрасте до 46 лет ежедневно предлагали 40 микрограмм алоэстерола. Через 12 недель у всех участников исследования регистрировалось улучшение состояния кожи, повышение эластичности. Другое исследование проводили с женщинами в возрастной группе старше 40 лет. После ежедневного приема добавок с алоэ все участницы отмечали уменьшение мимических и возрастных морщин. Объективно у каждой женщины было зафиксировано улучшение синтеза собственного коллагена. Помогает контролировать сахар в крови. Изучение свойств алоэ показало его способность снижать концентрацию глюкозы в крови натощак у больных с сахарным диабетом АИ типа. Исследования проводились как с использованием геля, так и сока растения. Два других исследования не подтвердили эти данные в отношении сахарного диабета АИ типа. Однако результаты показали нормализацию уровня глюкозы в крови у участников с диагностированным предиабетом. У людей с предиабетом после регулярного приема сока алоэ вера отмечается снижение уровня сахара и снижение показателей жирных кислот. Результаты были зафиксированы на репрезентативных выборках участников. Улучшает пищеварение. В соке алоэ вера обнаружены антрахиноновые гликозиды, обладающие слабительным действием. Существует мнение, что сок алоэ может помочь при запорах. Однако более ранние исследования по этому вопросу проверяются современными учеными. Предварительные исследования гастроэнтерологов говорят о том, что сироп алоэ вера может облегчить симптоматику гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Кроме того, есть данные о том, что экстракт алоэ вера эффективен в терапии синдрома раздраженного кишечника. Оздоравливает полость рта, улучшает состояние зубов. Исследование с участием лабораторных животных показало, что алоэ вера может быть полезным при разнообразных заболеваниях зубов и полости рта за счет выраженных антибактериальных качеств. Например, подслизистый фиброз полости рта характеризуется хроническим течением, болезненностью и воспалением слизистой оболочки рта. В ходе одного трехмесячного исследования испытуемым с подслизистым фиброзом дважды в день предлагали 30 мл сока алоэ вера. Результаты показали эффективность продукта выше, чем при применении гидрокортизона в виде инъекций. В другом исследовании приняли участие пациенты с оральным муковисцидозом, который является самым распространенным побочным симптомом химиотерапии и лучевого лечения рака шеи, головы. Оказалось,
что полоскание рта раствором с алоэ вера снижает болевые ощущения и облегчает течение заболевания. Эксперимент с участием 64 онкологических больных показал, что алоэ смягчает побочные эффекты химиотерапии. Испытуемым трижды в день предлагали полоскать рот раствором на основе алоэ вера. Спустя 14 дней у всех участников отмечалось уменьшение симптомов стоматита, вызванного химиотерапевтическими препаратами. Существуют данные о том, что полоскание рта раствором с алоэ вера уменьшает зубной налет, уменьшает отечность и болевой синдром после операций на полости рта. Стоматологи считают, что алоэ может существенно облегчить лечение ряда заболеваний зубов и полости рта. Использование в косметологии. Алоэ вера – прекрасное натуральное средство для сухих волос, а также против зуда головы. Оно содержит многие питательные компоненты, которые делают волосы сильными и здоровыми. Благодаря антибактериальным и противогрибковым свойствам этот суккулент помогает бороться с перхотью, а ферменты, содержащиеся в геле, способствуют регенерации кожи головы. Экстракт растения помогает вылечить зуд, вызванный перхотью или чрезмерной сухостью кожи, раздражение и воспаление на коже. Самодельные средства из алоэ можно использовать для ухода за кожей любого типа, к тому же в любое время года. Дерматологи советуют применять средства на основе алоэ для устранения солнечных ожогов, растяжек на коже и при многих других проблемах. Например, из половины стакана геля алоэ, 2 столовых ложек лимонного сока и стакана сахара получится не просто эффективный скраб, но и отличное питательное средство для кожи. Для лечения акне подойдут лепешки, сделанные из геля алоэ, измельченных в муку греческих орехов и меда. Для питания чувствительной кожи можно использовать смесь из измельченных листьев растения, огуречного сока, йогурта и розового масла. Это средство применяют по принципу маски для лица. А чтобы улучшить состояние волос, раз в неделю можно использовать маску из геля алоэ и кокосового масла. Эта смесь делает локоны гладкими, сильными и блестящими. Как сделать лекарство из алоэ с медом? Сочетание данных продуктов является весьма популярным среди любителей народной медицины. Мед, как и алоэ, обладает уникальными полезными и лечебными свойствами, поэтому в паре они усиливают свои действия и становятся более эффективными. Как правило, алоэ принимают при вирусных заболеваниях, кашле, ларингите, а также для устранения проблем с желудком и очищения организма. Существует большое количество рецептов приготовления чудо-средства. Самое простое – смешать продукты в пропорции 1:1 и принимать по 1 столовой ложкой 3 раза в день. Храните смесь обязательно в холодильнике. Идеальная емкость для хранения – стеклянная посуда с плотной крышкой.